Всем привет! Нашим чиновникам страшно не хочется заниматься таким маловыгодным и хлопотным делом, как локализация производства. Но поскольку очевидно, что без этого далеко не уедешь, им приходится, скрипя зубами, заверять население России в своей горячей приверженности развитию отечественной производственной базы. Как мы уже неоднократно рассказывали, в плане извлечения немедленной и, что немаловажно, личной прибыли, для чиновников куда интереснее налаживать прямой импорт, чем строить заводы. Тем не менее, благодаря самоотверженным усилиям некоторых экономистов, сохранившим связь с реальностью, массами постепенно овладело понимание того, что без собственной индустрии далеко не уедешь. И теперь нашим функционерам от автомобилизма приходится соответствовать. Мэр Москвы Сергей Собянин рассуждает о будущем своего любимого детища московского автозавода «Москвич». На втором этапе нам необходимо будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. На третьем этапе создать собственную платформу уже полностью российской машины. Надеюсь, мы эти этапы пройдем. Что ж, после таких слов хочется немедленно рвануть на Тверскую, чтобы от души пожать мужественную руку Сергея Семеновича. Или вот размышления президента АвтоВАЗа Максима Соколова. Развитие российского авторынка в этом году и наши планы по запуску новых моделей, в том числе совместно с новыми восточными партнерами, показывают, что пришло время инвестировать в свое развитие, как это делает АвтоВАЗ. И ключевую роль в этом процессе сыграет развитие поставщиками собственных подразделений инжиниринга. Уверен, что вместе мы успешно пройдем через этот турбулентный период и добьемся технологического суверенитета для автомобильной отрасли России. Не деловая речь, а песня. И, наконец, пара слов о перспективах Калининградского завода из уст заместителя промышленности и торговли Альберта Каримова. У Автотора есть планы по дальнейшему наращиванию локализации. Уже в середине следующего года планируется освоить и сварку, и сборку кузовов. Одним из основных приоритетов нашей работы является развитие собственного компонентного производства. Соответствующие задачи отмечены в правительственной стратегии развития отечественной автомобильной промышленности. На работу в этой части направлен и комплекс мер государственной поддержки, среди которых программа Фонда развития промышленности «Автокомпоненты», субсидирование затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, субсидирование затрат на реинжиниринг. Короче говоря, это просто праздник какой-то. 3 ведущих автомобильных предприятия страны готовы положить живот на алтарь Отечества в деле локализации производства. Их боевой пыл полностью и всецело поддерживает целый замминистра профильного ведомства. Казалось бы, с таким настроем мы в течение нескольких лет уделаем китайцев так, как они сами недавно уделали корейцев, а те в свою очередь чуток пораньше японцев. Но на деле не все так радужно, ведь ведущая научная организация России в области автомобилестроения НАМИ против. Ей глубоко пофиг и на стратегию развития, и на Минпромторг, и на его замминистра. Послушаем заместителя гендиректора НАМИ по маркетингу и коммерции Николая Шмидта. С обескураживающей прямотой он объявляет реверс-инжиниринг не очень востребованным занятием, потому что, оказывается, есть задача попасть в стоимость, а исполнение уникальных узлов и агрегатов – это дорого. Для ясности, загадочный реверс-инжиниринг представляет собой исследование продвинутого агрегата с целью понять принцип его работы. Мы не должны браться за все подряд, продолжает поражать публику оригинальностью своих взглядов представитель автомобильной науки. Мы должны выбирать то, что выгодно для нас. Но вот ведь в чем проблема. Во всем мире выгодно свое производство, а в России нет. Может просто потому, что у нас налоговое законодательство только под добычу сырья подстроено? Скандалами с участием представителей научного сообщества, занимающих самые высокие должности, нас не удивишь. В последнее время они случаются регулярно. Так, может, пора уже что-то менять, чтобы у чиновников на первом месте оказалась государственная польза, а не личные или корпоративные интересы. А как считаете вы, свой автопром нужен или нет? Пишите в комментариях.